3 ноября в Государственном доме-музее имени Марины Цветаевой состоялся литературно-мемориальный вечер «Я никогда не путал правду с ложью», посвященный 95-летию со дня рождения классика кавказской поэзии, первого народного поэта Чечено-Ингушетии Джамалдина Яндиева. Я вовлечен в эти дела усилиями Марьям Джамалдиновны, хотя я лично не знал ее отца, но тут другая связь. Все-таки я был близким человеком к Арсению Александровичу Тарковскому в молодые годы, когда он был примерно в моем возрасте нынешнем. И он мне немало рассказывал о начале своей переводческой деятельности. Кроме того, что он был крупным поэтом, он был, конечно, гениальным переводчиком, и его переводы начались как раз с Северного Кавказа. Он рассказывал мне удивительные истории того времени, и дружба с Яндиевым сохранилась у него до конца дней, и переводил он его изумительно. Вот, я даже сразу прочту один перевод Тарковского из Яндиева. Называется «Сердце». «Почему с такой жаждой это сердце рождено, что лететь за птицей каждой порывается оно? Если б мог я птицей реять, я б слетел к сердцам людей и любую грусть развеять, мог бы песнью своей, я бы юных сил кипенье посидевшим возвратил, всех не знавших пресыщения я бы вывел из могил. И тогда б я стал чудесней птиц, поющих по весне. Как я был бы счастлив песней, зародившейся во мне. Все, забыв свои печали, полюбили бы голос мой, на ладонях бы держали этот трепет золотой. Потому с такой жаждой я на светлый мир смотрю и слежу за птицей каждой, улетающей в зарю». Все же его стихи, я думаю, будут жить в России, и, может быть, предстоят будущие переводы, на что мы надеемся, и, несомненно, они уже живут в переводах Тарковского. Я хочу вам сказать, что Ингушетия была предметом изображения русских поэтов еще Серебряного века. Я сейчас не буду уклоняться в литературоведение, но стихи об ингушской жизни писались русскими поэтами еще в Серебряном веке. Например, был такой сталинский лауреат Новиков, автор знаменитых романов о Пушкине, но он был очень неплохим поэтом Серебряного века и описал прекрасными стихами ингушскую метель. И, конечно, Николай Семенович Тихонов, один из наиболее выдающихся поэтов советского времени, написал очень интересную поэму, над которой работал почти 20 лет, «Серго в горах». Конечно, эта поэма носит советский характер, революционный, можно понять тот пафос. Уже, так сказать, Серго отошел в область таких преданий, когда уже никто не знает, кто это такой. Но само описание Ингушетии сочувственное и дружественное, оно замечательное. Несколько строчек Тихонова. «Есть устала Таргима, заповедная скала, мчится там Таргима мимо, Асса к пене добила». Я помню реку Асса, по течению которой я когда-то дошел до границы Ингушетии с Хевсуретией. И вот я теперь вспоминаю стихи Тихонова и мысленно вижу эту реку. Да, но для нас существенно, что сама Ингушетия голосом своих певцов, голосом и своего фольклора, фольклор гениален, вот, он, в конце концов, он гениален у всех народов, но прежде всего благодаря тому, что возникла мощная авторская поэзия, особенно в 20 веке, и наиболее ярким и, по-видимому, великим поэтом, не до конца признанным, был Джамалдин Яндиев, это заставляет нас прочесть Ингушетию по-новому.
Люди, злобу умерьте. Тише. Кто там кричит? Взгляните на ваше бессмертие. В счастье свое поверьте. Здесь малый ребенок спит. Тише. Пусть смолкнет злая ненависть в груди. Гром беды. Он еще мал. Он не знает жестокости и вражды. Слышите? Тише, люди. Пусть ненависть замолчит. Пусть войн никогда не будет. Слышите? Тише, люди. Здесь малый ребенок спит. Дорогие друзья, пожалуйста, я на самом деле не так давно столкнулся с поэзией Джамалдина Индиева, к сожалению для меня. Столкнулся благодаря моему другу Ибрагиму Костоеву. Прямо по курсу. А, вот Ибрагим, прямо передо мной. За что хочу сказать ему огромное спасибо. Друзья мои, я сейчас ехал в электричке из Внуково и думал, с чего начать свое слово. Я хочу, чтобы вы посмотрели, что у меня в руках. Друзья, это вода. Кока-кола? Нет, это вода. Это вода. В целях, чтобы вы не подумали, что это реклама, я не буду показывать производителя. Это вода с Кавказа, которую я сегодня привез с собой. Вот вы знаете, я пью ее, и она мне кажется почему-то вкуснее. Вкуснее, чем та вода, которую я пил бы во Франции, в Италии, в Москве, неважно где. Знаете почему? Потому что это вода из моего дома. В самых критических, в самых сложных моментах, может быть, рядом с нами не будет наших близких, не будет тепла, которое они нам дают, но всегда рядом с нами будет то наследие, которое они для нас оставили. И то, что для нас оставил Джамалдин Индиев, его соратники, это вот та самая вода, которая нам всем необходима, когда мы здесь. Каждому из нас, мои дорогие друзья, необходимо знать, ценить и почитать творчество этих людей. Если вдруг я в пути упаду, обрывая последние нити, пережить это горе, беду вы, любимой моей, помогите. Не спешите ее осудить, что упал я сейчас на дороге. В жизни сердце мое остудить не могли никакие тревоги. Не могла и вселенская мгла раздавить своей силой немою, ведь со мной она рядом была и меня защищала собой. В бесконечном земном бытии мы носились с ней в маленькой лодке, и стихи освещались мои ее именем, нежным и кротким. А по ветру летела зола, но вперед не глядел я с испугом, ведь она моей жизнью была, и женой, и сестрою, и другом. В честь нее сам собою я был. Средь счастливых ли, мрачных событий, хоть за то, что ее я любил, полюбите ее. Как всегда, готовишь одно и готовишься к одному, а все выходит из берегов, потому что невероятное такое созвучие во всех сердцах, невероятная такая пронизываемость стихами Джамалдина, его чувствами, его очень высоким духом. Удивительно сегодня, по-моему, в этих стенах Дома-музея Цветаевой, где традиционно вот уже мы собираемся, читаем стихи, произошло. Я очень рада, что молодежь разных национальностей, друзья ингушских молодых людей, девушек сегодня пришли сюда, сегодня читали его стихи, пели его песни и хотели общаться. Вот что называется на человеческом, на нормальном уровне, вот это абсолютно искренняя межнациональная гармония.